Друзья, добрый день! Меня зовут Яра, и сегодня мы будем готовить необычный рецепт. В первую очередь я хочу сказать, что мужчины, сегодня выпуск не для вас. Сегодня целиком и полностью я посвящаю этот выпуск нам, женщинам, девушкам, девочкам. Почему? Потому что мы прекрасная половина человечества, так же, как эта роза. И на мне сегодня праздничное нарядное платье, и будет праздничный нарядный рецепт. Готовить мы сегодня будем потрясающий шоколадный тарт, который я назвала «Дамский угодник». Почему? Потому что он приносит все наслаждения, которые мы, девушки, ищем. Иногда, не всегда. А еще потому что он явился моей мечтой гастрономической, кулинарной. Это торт, который без муки и без сахара. Вы спросите, как такое возможно, а я скажу: возможно. Хотела бы поделиться с вами своей личной историей, которую расскажу вам сразу же после того, как вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Раньше я была пампушкой и все время боролась с лишним весом. У меня были параноидальные мысли по поводу еды, ее калорийности, то, как она меня атакует и повсюду вылазит, как только я ее съем. Естественно, в свете таких вещей смотреть на десерт я не могла без боли в сердце. Но я ужасная сладкоежка, и это противоречие не оставляло меня равнодушной. Я искала, как я могу забыть о десерте, или как я его могу есть без чувства вины. Забыть я о нем не смогла, но я нашла рецепт, которым я хочу сегодня поделиться с вами. Это рецепт шоколадного тарта или пирога, как угодно, без сахара и муки, который состоит всего из 4 ингредиентов. Что нам потребуется? Сливочное, мое любимое масло, но полезно для кожи. Сахар, у меня сегодня сахарозаменитель, который его делает еще более безвредным. Шоколад темный, обожаю шоколад. И яйца, жиры, белки и сплошное удовольствие. И пирог этот делается очень просто. Признаюсь вам заранее, я готовлю его впрок, замораживаю, и когда у меня ощущение, что сегодня день какой-то не такой, я беру себе кусочек замороженного пирога, и пока готовлю кофе, он успевает стать комнатной температуры. И эта ложечка шоколадного пирога спасает меня во многих ситуациях. Так, давайте начнем готовить. Рецепт очень простой. Розочку я пока отложу. Нам нужно будет использовать водяную баню. Если вам неохота связываться с топкой шоколада на водяной бане, вы можете использовать микроволновую печь и растопить ее импульсными нагреваниями. Но, если честно, я на такой риск не иду. Как я уже сказала, десерты – это не моя сильная сторона в силу того, что я себя в них ограничивала. И только недавно я стала готовить такие десерты, как шоколадные пироги и прочее. В связи с этим у меня была интересная, смешная история. Когда первый раз я решила приготовить этот рецепт, я всем сообщила в семье, что сегодня у нас будет пир горой. И ничего не зная о том, как справляться с шоколадом, я поставила его готовиться на водяной бане и сделала очень сильный огонь под ним. Естественно, шоколад у меня свернулся, но тогда я этого не знала. Я добавила в него кофе, думала, что он растает и разбавится, но он стал отвратительными комками грязи. И лишь потом я вычитала в одной своей книжке, что шоколад боится 2 вещей. Угадайте, каких? Высоких температур и влаги. Но откуда я могла знать? Так вот, потом я все эти тонкости и нюансы уловила. Шоколад я сегодня беру обычный черный, вы можете купить любой, который вам нравится. Я бы рекомендовала остановиться на
85%, но если у вас есть 70, 75 или даже 90, они подойдут. 90 будет более такой шоколадный, более дамский угодник. Поставила сотейник с небольшим количеством воды. Я его нагреваю. И нам нужна чашка, которая не прикасается к поверхности воды. Это очень важно, потому что если вода будет кипеть и соприкасаться с поверхностью, нижней поверхностью чашки, то мы не можем регулировать температуру. А вся фишка в том, что мы используем водяную баню, в том, что у нас нагрев очень плавный и нежный. За счет этого шоколад будет топиться медленно. Одновременно с этим нам нужно держать глаз на температуре, потому что я поставила его нагреваться, и мне нужно будет убавить. Одновременно с этим я расскажу немножко про яйца. Яйца в идеале нам нужно будет использовать комнатной температуры. Но есть такая фишка, если вы собираетесь готовить этот тарт за пару дней, знаете это, разделите яйца на желтки и белки заранее и держите их в холодильнике отдельно друг от друга. Таким образом, белки будут взбиваться в более плотную пену. Ну, посмотрим. Я не разделила их заранее, я просто хочу показать, как это делать легко и просто. Так нам нужны будут белки, которые я буду помещать в большую чашу, потому что мы здесь будем их взбивать. Потребуется 5 яиц. И желтки я буду помещать в чашу поменьше, которую я тоже буду взбивать. Разбиваем, как я это делаю. Если удается аккуратненько выделить белочек, желточек, вот таким образом разъединяю. И вот у нас желточек пошел сюда, белочек пошел сюда. Сразу скажу, что вот эта чашка, в которой у нас будет белок, попью водички, она должна быть чистая. Я ее ополоснула водой с уксусом. Почему? Потому что если у нас в чашке будет хотя бы небольшое количество жира, наши белки не взобьются, как бы вы ни старались. Убедитесь в том, что все приборы и миксер, и чашка у вас обезжирены. Так, белочки пошли сюда. Я выбиваю в отдельную чашу. На случай, если у нас попадется какое-то такое некрасивое, непонятное яичко, мы можем легко обойти. Что касается вот этих белых штучек, многие говорят, что это зародыш. Конечно, это никакой не зародыш. Это мембрана, которую я уберу, с помощью которой в яйце желточек держится по центру. То есть у нас белок, мембранки с двух сторон, и желточек держится посерединке. Я лично их не люблю, потому что они не меняют свою консистенцию после тепловой обработки. И, на мой взгляд, они чувствуются в готовом блюде. Итак, яйца мы разделили. Здесь у нас белок. Здесь у нас желток. Сначала я буду взбивать желток с половиной сахарной массы. Шоколад у нас растопился, и я начинаю добавлять масло по 1-2 кусочка. И также размешиваю постепенно. Эта масса очень выглядит красиво и потрясающе пахнет. Для меня растопленный шоколад всегда ассоциируется с каким-то праздником, наверное, больше Новым годом. Пока шоколад и масло у нас топятся на среднем огне, я немножечко взобью желтки с небольшим количеством сахара или подсластителя. Так, желтки у нас достаточно взбились. Задача наша не взбить их в пену, а соединить с сахаром, чтобы у нас получилась такая пышная однородная текстура. Одновременно с этим у нас соединение свадьбы масла и шоколада проходит благополучно. Не забывайте помешивать. Я знаю, что этот рецепт немного такой, требующий внимания в разных точках одновременно, но мы же женщины, у нас это в крови. Я ополоснула лопасти для миксера моющим средством и уксусом, чтобы
избежать попадания жира от желтков. И теперь мы готовы взбивать белки. Как всегда, у меня есть нюансы, которыми я хочу с вами поделиться, но пока добавлю очередную порцию масла. Мои красавчики. И нам потребуется небольшое количество соли. Буквально щепотка. Это позволит белкам взбиться в более плотную пену. Также вам может помочь капелька лимонного сока, если у вас будут сложности с появлением текстуры. Ну, проверим сейчас. Я начинаю взбивать на самой низкой скорости. Наша задача на первом этапе создать как можно больше пузырьков. Как только масса приобрела пушистую форму с большим количеством пузырьков, это значит, что наш белок уже на верном пути. На этом этапе я добавлю небольшое количество сахара или сахарной пудры, или сахарного заменителя, что вы сегодня используете, и продолжим взбивать на более высокой скорости. Яйца у нас взбились в мягкие пики, и сейчас я добавлю оставшийся сахар и увеличу скорость взбивания до максимальной. Как только белки у вас забьются в такие крепкие пики, которые будут стоять вертикально, масса будет выглядеть вот так и не сползать вниз по чашке, ваши белки взбиты. Постарайтесь не переусердствовать, потому что если вы будете слишком сильно взбивать белки, они могут расслоиться. Чудесно, очень вкусно уже сейчас. Я бы, наверное, могла это съесть и по отдельности. Шоколад растопился. Я снимаю его с огня и даю ему немножечко остыть. Как только у нас шоколад с маслом поженились, пахнет очень-очень вкусно. Вы можете сюда добавить на этом этапе какой-то ликер, который вам больше нравится. Можете добавить ваниль или розовую воду. Я ничего не буду добавлять, потому что я люблю простые, естественные вкусы. И сейчас я соединю наши желтки с шоколадной массой. Начну я с небольшого количества, перемешивая. Масса еще горячая, поэтому мы ее будем добавлять небольшими порциями. Интересно, когда вот без камеры готовишь, оно так по-другому красиво все получается. Когда готовишь на камеру, не всегда так. Я соединила шоколадную массу с желтками, перемешиваю, она загустела. И теперь буду соединять с белками. Как я это буду делать? При помощи спатулы. Я возьму небольшое количество белка и добавлю шоколадную массу. Соединю первую порцию, чтобы белок полностью растворился в шоколадно-желтковой массе. Выглядит очень красиво. Масса стала густая. За счет температуры шоколада желтки немного приготовились и приобрели тягучую, густую, очень красивую текстуру. Еще порцию белка. Теперь, когда наша масса соединилась с белком, я выкладываю массу в большую чашу с белком и медленно соединяю. Старайтесь бережно соединять текстуры, чтобы так старательно взбитые наши белки не осели. Они дадут высоту нашему пирогу, совершенно потрясающую бархатистую нежность. Вы можете этот рецепт приготовить и не взбивая отдельно желтки и белки, но мне больше нравится именно в таком стиле. Выкладываю всю массу. Очень красиво выглядит мраморный рисунок. Медленно соединяю текстуры, проводя спатулой слева направо, снизу вверх. Слева направо, снизу вверх. Я это делаю не спеша. Мы никуда не торопимся до тех пор, пока масса не станет однородной. Добавлю еще шоколад. Теперь уже всю массу без остатка. Я, когда готовлю, я уже предвкушаю вкус будущего блюда. И ароматы за счет того, что шоколад подогревался, стоят потрясающие уже сейчас. Массу я перемешала. Она соединилась равномерно и приобрела такой светло-коричневый, такой мокко цвет. И сейчас
Я буду помещать ее в форму. Я использую вот такую форму. Вы можете использовать любую, которая у вас есть. На мой взгляд, она позволяет побыстрее пропечься пирогу. Это, по-моему, 22 сантиметра, если я не ошибаюсь. Нижнюю часть я выложила пергаментной бумагой и закрыла кольцо. Вы можете прыснуть форму авокадо маслом, если у вас есть спрей, или смазать его сливочным маслом. Все, что как вам удобно. Обычно он не пристает, но если вы сомневаетесь, вы можете присыпать после того, как смазали маслом, еще сахарной пудрой или кокосовой стружкой. Я этого делать не буду. Я хочу, чтобы у меня сохранился настоящий, натуральный вкус. И буду выливать массу прям вот так. Если она где-то даже не совсем однородная, не беспокойтесь. Я просто не хочу, чтобы наши белки пострадали, и мешать дольше не считаю нужным. Ну вот. Итак, вот так выглядит наш пирог. На мой взгляд, уже красиво. Разравнивать верхнюю часть я не буду. Мне нравится, когда при выпечке он трескается, и неоднородная верхняя часть придает ему такой декадентский вид. Я его ставлю сейчас в духовку на 175 градусов по Цельсию на 45 минут. Если у вас форма глубокая, пожалуйста, смотрите, насколько зубочистка выходит сухая. Она должна быть сухая и не нести с собой шоколад. Ставлю в духовку и посмотрим через 45 минут. Наш шоколадный пирог без муки и без сахара готов. Посмотрите, какая получилась красота. И здесь видно, что за счет того, что мы его тщательно взбили, он очень поднялся. При этом он совершенно воздушный и бархатный, как вуаль. Если у вас потрескалась корочка, пожалуйста, не переживайте, так и должно быть. Это даже хороший знак, значит, вы на правильном пути. А этот кусочек я дам попробовать своей подруге, которая пришла на чашечку кофе. Лена, твой выход, скажи, что ты думаешь. Я всегда волнуюсь. Скажи. Велюр. Скажешь, что без сахара, без муки очень вкусно. Очень вкусно. Он очень нежный. Это велюровая нежность. Пожалуйста, готовьте. И я очень надеюсь, что вы не только себя порадуете им, но и порадуйте своих близких. Не признавайтесь им, что там нет муки и сахара. Уверена, они никогда не догадаются. Готовьте с удовольствием, готовьте для себя любимой, для своей любимой семьи. А с вами была Яра. И до скорой встречи. Я тоже пойду.